Всем привет! Так, сегодня у нас, чтобы немножко отвлечься, в кадре такой ретро-наборчик от звезды всеми нами любимой. Называется американский ПТРК ТОУ на базе автомобиля Хаммер. Собственно, набор данный, насколько я понимаю, уже не выпускается. То есть сейчас его можно найти либо на каких-то барахолках, либо на каких-то магазинах, где он, скажем так, очень долго лежит. Но это еще, в принципе, возможно, так как вот конкретно эта коробка куплена в магазине. Это возможно. Набор, собственно, является довольно старым. По происхождению это старый набор фирмы Италери где-то конца 80-х годов прошлого века. С тех пор он претерпел несколько перевыпусков, несколько было на его базе модификаций сделано, несколько перепаков разными фирмами. Там, в частности, Tamiya даже засветилась. И вот в том числе и звезда. Была звезда. Конкретно делала перепак 3 модификаций, то есть, собственно, вот этот стол противотанковым ракетометом, машину с 4-м стингером такую, которую они называли Хаммер спецназа или что-то такое, ну, в общем, довольно странная версия, там можно обсудить. И еще была машина транспортная с неким подобием Кунга сзади и пулеметом. Вот эти 3 версии. Нет, еще была, извиняюсь, 4-я версия была Хаммер Avenger, то есть противотанковой противовоздушной такой платформой большой сзади. Довольно прикольная версия, кстати. И, в общем, насколько я сейчас понимаю, по модельному ряду звезды ни один из этих Хаммеров уже, собственно, не выпускается. То есть их можно найти только ранее выпущенные коробки. Что можно сказать интересного по самой модели? Значит, прототип понятен. Это суперизвестная машина Humvee американская, которая, собственно, название в войсках ее Humvee, так называемая, там длинная аббревиатура, мне лень сейчас ее зачитывать. Выпускалась она производителем, собственно, и гражданской версии, и как бы на базе там была торговая марка Hammer. Так как, собственно, Humvee это, скажем так, по натовской классификации известное название, там чаще всего так называют, у нас такие машины чаще всего именно Хаммерами называют. И гражданские, и военные, у нас всегда это Hammer. Машина сама старая, то есть очень известная, эксплуатируется и по сей день, то есть только сейчас вроде как-то НАТО, американцы задумываются о замене как базового внедорожника армейского на какую-то другую машину, но и то, я так понимаю, это еще не быстрый процесс, то есть очень распространенная машина, была куча версий сделана, куча итераций, поколений, куча вооружения различных вариантов кузова, бронирования, то есть за эти годы прям это огромное количество, в принципе, такой достаточно иконная машина, то есть везде, где войска НАТО, американские войска присутствуют, там Хаммеры, эти Humvee мелькали. Машина как раз тоже выпуска где-то середина 80-х годов, ее первая версия появилась, в общем, и долго как-то рассказывать лень, потому что, все знают, что такое Хаммер, все знают, что такое Humvee. Единственное, можно сказать, что вот то, что выпустила Италери в 80-х годах, а особо с того момента, я так понимаю, вид не переделывала, вот как человеку неискушенному сразу бросается в глаза зеркала заднего вида, боковые, вот эти вот. То есть можно, если буквально вот просто глянуть на Хаммеры, да, на фотки, то увидеть, что вот таких зеркал вы практически, ни одной фотки реального Humvee не увидите никогда. То есть у них всегда другие зеркала, такие лопухастые, большие по бокам. Вот эти же зеркала, я так понимаю, фирма Италери рисовала с самых буквально ранних первых буквально версий Humvee. То есть очень можно, если долго копаться, найти фотографии самых первых Humvee, которые выходили вот с такими зеркалами. Я особо не вдаюсь в подробности, наверное, знатоки темы, может, знают, но я так понимаю, видимо, эти зеркала были быстро заменены на другие версии. Соответственно, если собирать данную модельку, если хоть немножко что-то там думать, что она на что-то реально похожа, то, наверное, она может быть похожа только на очень древние Humvee, там, начала, точнее, середины, конца 80-х. А в остальном, просто собрать Хаммер, который выглядит как Хаммер за недорого, да, вот что можно сделать с этим набором. Так вот,
Звезда, по-моему, с нулевых его выпускала. То есть вот можно, кстати, увидеть, что коробка это в старом дизайне звезды, в новом дизайне звезды, насколько я понял, перевыпускался только один Хаммер, это Хаммер с Кунгом сзади. В версии Толериан там называется пустынный патруль или что-то такое. В версии звезды он, по-моему, просто называется Хаммер. Все остальные версии Хаммер звезда уже не стала даже делать им новую коробку. Соответственно, а сейчас, по-моему, даже их в продаже нет. Так что вот. Ну, собственно, коробка старая, да, дизайн старый. На боковиках те же самые модельки звезды, которые она и сейчас выпускает. Вот, кстати, видно вот одна из версий Хаммер. Это как раз с четверенными стингерами Хаммер. Они его просто назвали Стингер на шасси автомобиля Хаммер. Вот, кстати, тоже довольно интересная версия. Ее тоже слепила Италери, но по этому Хаммеру интересно, что практически реального прототипа этой машины в сети нигде найти невозможно. То есть ни у американцев ни такого четверного Стингера на шасси вроде не было нигде. То есть в итоге там это какая-то странная версия, то ли какой-то филиппинский концепт, то ли французский, то ли филиппинский. Пошел реально где-то в серию, непонятно. В общем, некий странный очень Хаммер, но вот он тоже звездой почему-то перепаковывался. Почему-то именно его они выбрали, чтобы сделать. Ну да ладно, значит. И на другом боковике у нас тут еще старый набор красок от звезды, от Humbrol, да. 102 детали и 13 сантиметров машинка. Ну, по лицензии Толери это писали. Так, собственно, что у нас в коробке? Коробка у нас старая, но внутренняя коробочка той же системы, что и сейчас у звезды. Значит, тут все по-старому. Видно, что это старая еще генерация звезды. Даже литники еще не в пакетиках. Хотя это магазинная упаковка, то есть тут никто никуда ничего пакетики не выкидывал. Так, есть у нас инструкция старого образца от звезды. Есть, значит, 3 литника. Желтый пластик, такой оранжевый тоже характерный. Пакетик с декалью и с прозрачным пластиком, остеклением. Ну вот уже звезда на тот момент клала свои бумажки с предупреждениями. Ну и, собственно, все. На этом, значит, начинать можно, как обычно, с инструкции. Да, старого образца инструкция. Значит, тут есть очень минимальная справочка историческая. Не знаю, даже, наверное, можно ее зачитать, так как я сам, собственно, поленился, что-то там долго озвучивать. С начала 80-х высокоманевренная машина Хаммер находится на вооружении армии США, которая использует ее различные модификации. Этот специальный автомобиль с широким кузовом обладает уникальными внедорожными характеристиками. Эта машина идеально подходит для перевозки оружия. Интересно. Данная модификация является одной из наиболее удачных, представляет собой установленную на базе Хаммера ракетную противотанковую систему ТОУ. Технические характеристики, но это неинтересно. Да, я немножко забыл сказать, собственно, это противотанковая ракетная система ТОУ, да, вот эта версия. Собственно, это обычный Хаммер без всего, да, вот единственное у него ТОУ установлено. Что это такое, да, то есть очень распространенный американский противотанковый ракетомет. Он, собственно, наведение по проводу, скажем так. То есть у него есть прицел, у него есть установка, ракета. Ракета вылетает, за ракетой разматывается очень маленький тоненький проводок, очень длинный при этом. Соответственно, оператор-стрелок в прицел после выпуска ракеты продолжает вести цель, и он в прицел наблюдает полет ракеты. Соответственно, так как по проводу установка связана с ракетой, он непосредственно с помощью приспособлений управления может управлять полетом ракеты по проводу. То есть удерживать цель видоискателя, соответственно, наводить ракету, то есть управлять ее движением в полете. Соответственно, он может поражать, например, движущиеся цели, то есть цели, которые изменили там как-то положение, гибко доводиться, то есть очень такая удобная штука. Ну, то есть такой прикольный вариант, то есть не лазерное наведение, а именно вот наведение по проводу, так называемый wire-guided, если по-английски. Довольно прикольная вещь, потому что, например, до того, как я узнал о существовании таких систем, я вообще был не в курсе, что существуют такие ракеты, которые, оказывается, действительно непосредственно до своего попадания в цель, они буквально по проводу связаны с пусковой установкой. То есть, ну, это действительно довольно интересная система, но при этом ракета может лететь очень достаточно далеко.
от пусковой установки и как бы вполне удачно эксплуатируется. Как американцами, так и куча других операторов. Вот, да, в том числе и на Хаммер ставили. Ну да ладно. Короче говоря, инструкция очень короткая. Руководство по сборке, ну тут стандартные те же предупреждения, там что как называется. Раскладка литников, которых всего по сути 3 штуки и один, собственно, прозрачный литник. Про краски тут что-то написано, ну как стандартно все, да. Внутри у нас, значит, указан упаковщик, как обычно. Традициям верны. Значит, и инструкция. Инструкция, да, очень коротенькая, такая экономная, поэтому очень миленькая на самом деле. Что можно сказать? Значит, шагов немного, но тут как бы вроде бы не сложно, но в принципе, наверное, можно было бы чуть поаккуратнее это сделать. Сборка идет, начинается с рамы. Видно, что рама одной детали у нас сделана. Тут узлы вот эти все. Передние, задние там подвески, там всякие рычаги, мосты вот эти. Дальше, собственно, у нас имитация картера двигателей, коробки, тут карданные валы вот эти все. Ну, автомобиль полноприводный, понятное дело. Нижняя часть корпуса ставится на это все, на раму. В общем, дальше, опять же, ниже детализируется выхлопная система, добавляется, какие-то там вот эти коромысла поворотные. Ну, машина, я собирал, в принципе, версию со стингерами уже данного автомобиля. Колеса тут не поворотные, то есть поворотные сделать невозможно, ну, если только как-то самому этот момент не колхозить. То есть из коробки они идут жестко закрепленные. Значит, дальше мы переключаемся уже наверх, устанавливаем непосредственно сидушки экипажа, какие-то боковые вот эти вот пороги, скажем так, ну, крылья, задняя часть. Ну, кстати, экипаж такого Хаммера, он, в принципе, максимум 4 человека. То есть, несмотря на то, что машина очень широченная и большая, да, то есть, ну, по факту, по штату в ней, в принципе, в дефолтном, скажем так, варианте по умолчанию может быть всего 4 человека перевозиться вместе с водителем. Вот. Дальше, значит, мы, собственно, добавляем боковые вот эти двери, стенки, прозрачные детали, стекла ставим, капот тут же ставится. Но можно увидеть, что никакого, собственно, двигателя у нас нет. Капот он накрывает пустое место, только снизу имитация картера есть, поддона. Так что, ну и, собственно, капот, я так понимаю, версии какой-то открывать тут, ну, не дано нам ничего, и это и особо и невозможно. Вот нам дают вариант, что можно, в принципе, открыть, разрезать детали от дверей и сделать переднюю дверь открытой. То есть, ну, тоже, конечно, раздельно двери не дают, но предлагают подрезать немножко. Ну, бывает. Ну, соответственно, тут вот есть приборные панели, некоторые указания, как сразу подкрашивать эти элементы, рулевое колесо и так далее. Соответственно, дальше опять идет уже, собственно, мы завершаем, ну, как сказать, детализируем корпус. Появляются вот те же самые у нас злосчастные зеркала бокового вида тут. Соответственно, мы их окрашиваем. Звезда вот для этой модели не дает нам какие-то имитации стекол. То есть это все позже появилось. Там фары появляются, тоже там все надо подкрашивать, соответственно. Ну и всяческие там крючки, зацепы, там вот это вот какие-то серьги. Сзади там скатку нам предлагают прилепить. Тоже скатка дана одной деталью. Вот нам тут же у нас появляются колеса, я так понимаю. Нам предлагается, в принципе, за счет вот этой втулки сделать их подвижными. Ну, хотя делать или не делать их подвижными особо как бы никакого смысла нет. Поэтому тут как бы такое, как сам факт сделано. Ну, вот написано, как правильно установить колесо. То есть, как колесо у нас, кстати, из 2 половин, да, то есть, соответственно, там будет определенно какой-то шов появится на нем после склеивания. Ну, да, зато нам показывают, как правильно совместить рисунок протектора. И, значит, финальные шаги. Это у нас собирается пусковая установка ТОУ. Труба, собственно, у нас из 2 половин. Конечно же, никакого в 80-х годах у нас не могло быть тут многоразъемной формы. Поэтому все из 2 половин, то есть со швом, там что-то надо будет все делать. Собирается, собственно, турельная установка вот эта. Крыша.
непосредственно. Тут дополнительное какое-то зеркальце у нас крепится. Бампер, вот эта вот решетка, вот этот кенгурятник, там еще вот какие-то детали, типа там лебедки, что-то такое. Устанавливается крыша, устанавливается турельная установка, я так понимаю. Ракетомет может быть как поворотно крепиться, то есть подвижный, чтобы его можно повернуть. Антенна вот эта вот здесь ставится сзади. Ну и, собственно, на этом сборка заканчивается. Ну, кстати, у Хамви, у Хаммеров, у них вот задняя вот эта часть багажника открывающаяся, как бы на самом деле вот эта вот крышка, ее в реальности можно приподнимать, но тут как бы нам никакой опции открывать, скажем так, багажник не дают, поэтому на этом все заканчивается. Ну, вот, собственно, такая вот короткая сборка из 8 шагов, и в конце мы видим схемы окраски, соответственно, на два варианта. На Woodland, на натовский, то есть трехцветный лесной камуфляж, соответственно, проекции, что, видимо, и Толеревской, наверное, инструкции взято. Во всех проекциях нам дано, что, конечно, в принципе, круто, то есть как бы можно понять, как рисунок сделать. И второй вариант, значит, пустынный вариант. Декали, кстати, даны свои, то есть есть на пустынный вариант, соответственно, с вариациями по декалям, есть на непустынный, на Woodland. Соответственно, пустынный вариант, он проще, одноцветный всего лишь, собственно, как оно было и в реальности. Ну, и немножко другие декали. То есть, какой сделать? Ну, в принципе, пустынный проще, и вроде как тоже прикольно, но Woodland интереснее, наверное. Так что тут уже на усмотрение. Ну, привязки ограничены буквально вот театром, скажем так, ну, не театром даже, а регионом. То есть США, вот Европа 90-е годы, да, НАТО, и Саудовская Аравия 91 год. Ну, буря в пустыне, я так понимаю. Что-то типа того. И в конце, значит, у нас даются краски, звезда и Хамбург, как я уже сказал. То есть еще это дотамиевская эпоха, когда, соответственно, хамбурговские краски. Ну, кстати, набор красок довольно большой, разнообразный. То есть, в принципе, все тут прикольно. Значит, что у нас? Тут вариант, кстати, дан еще на подарочный набор. Да, то есть, когда подарочный набор звезды, она эта версия была, то есть, когда входят в краски в комплект. Вот звезда их, по-моему, до сих пор, кстати, продает такие версии. Там всего 4 краски дается. Не все вот эти вот много штук, а 4. Вот они на инструкции об этом специально указывали. Ну, в общем, по бумажкам, скажем так, это все. Можно посмотреть литники. Значит, что по литникам у нас? Самый большой крупный литник с деталями, собственно, корпуса. Капот с решеткой, кстати, пролитый. Хорошо, прозрачно. Ну, внутри, конечно, ничего видно не будет. Ну, кстати говоря, качество для, если учесть, что это пресс-форма где-то конца 80-х годов, вполне себе норм. Может быть, конечно, не совсем идеально как-то все тут четенько, но никаких огрехов, то есть на таких вещах, как вот эти вот решетки вот прозрачные, да, ничто тут, никакого облоя, ничего никуда не заплыло, не залило пластиком, как бы утяжен каких-то тоже, в принципе, пока не вижу. Какая-то мелкая деталировка в виде клепки видна всяческая, каких-то огрехов тоже особенно не скажешь, чтобы они были. Собственно, вот у нас боковые части, задняя часть, рама лобовых стекол вот этого лобового стекла, сами колеса. Колеса, насколько я по них смотрел, боковая часть имеет какие-то маркировки, но непонятные какие-то маркировки, что-то типа 4.0/4.0, то есть не совсем понятно, что хотели этим сказать. Как-то я сомневаюсь, что если такой рельеф был на реальных покрышках. Но да ладно. Ну, из двух половин, конечно, покрышки это минус. Но в целом не так, чтобы прям для такой цены модели, за которую можно купить, ничего такого. Вот горловина бензобака прям зацело отливалась с боковой частью корпуса. Тоже довольно прикольно. Ну, как бы сказать, особо нечего. Какие-то толкатели, они все внутри. Ну, единственное, что если машину делать открытой, да, там нам, в принципе, как вариант предлагают только одну дверь открыть, но
теоретически, если учесть, что да, вот эти двери, они по факту тут в принципе так отлито, что я так понимаю, что тут если присмотреться, просто видно, что действительно вот эта деталь, она посередине как бы по факту не пролита. То есть она вроде как бы одна деталь, но на самом деле здесь такая довольно заметная щель есть. То есть их в принципе довольно легко разделить между собой переднюю и заднюю дверь. Соответственно, в принципе, ну, насколько я понимаю, вариант есть хороший сделать раздельными только передние двери открытыми. То есть потому как их легко отделить от задних дверей. Конечно, опять же, не сделали двери полностью отдельными. Вот такая вот система здесь. Ну, получается, если дверь открывать, то, конечно, какой-то минимальный рельефчик внутри есть. Хотя очень, конечно, примитивный. Скорее всего, внутри реально, конечно, двери машины не были так убого выглядеть. Я вот думаю, в этом плане, наверное, если открывать как-то двери особо смысла нет, так как тут и следы толкателей, и немножко, по-моему, какие-то утяженки заметны на рельефе, и как бы почти лысая дверь, то есть с каким-то просто вот буквально очень бедненьким какой-то попыткой в детализацию, не знаю. Что-то подозреваю, что лично я бы, наверное, двери не открывал, несмотря на то, что есть такая возможность. Ну да ладно, посмотрим дальше, что есть. Значит, еще второй литник, относящийся именно к версии Tool. Это, значит, у нас задняя крыша и задняя часть, скажем так. Соответственно, вот это вот под люк под турельную установку. Опять же, ставилось много различного вооружения, как и просто люк-пулеметчик там, так и чего только туда не устанавливали на эту базу. Собственно, у нас сама вот эта турельная установка, скажем так, которая ставится в этот люк. Ну, тоже вроде все хорошо. Ну, такое ощущение, что вот есть какие-то микроутяженки заметные, вот если очень присматриваться, знаете, по границам, но, в принципе, я не думаю, что так уж критично. Прям что-то сильно заметного нет. Сама установка, то вот этот рубень из 2,5, да, здесь присутствует. Ну, собственно, ракет каких-то там боеприпасов, деталировка салона, она там какая-то очень минимальная есть, но, в принципе... Насколько я понимаю, практически ее нет. То есть, я так понимаю, наверное, в таких хаммерах там должны находиться и боекомплект, возможно, еще какие-то там дополнительные приспособления, собственно, для этого ракетомета. Но здесь как бы ничего этого нет, опять же, поэтому, ну, что-то там как-то пытаться показать, что там внутри, я думаю, особо смысла нет. Скатка это в одну деталь, опять же, ну, без швов, без каких-то зато, ну, просто скатка. Как бы как она выглядит. Насколько в пластике можно красиво имитировать брезентовую скатку, ну, насколько она сделана. Что-то типа дополнительного какого-то блока, я даже не помню, по-моему, он внутрь ставится, что-то типа радиостанции. Ну, и, собственно, вот это все, что касается. Ну да, и кенгурятник вот этот прикольный. То есть отлито все нормально, я не вижу каких-то особо больших проблем, ни облоя, ни утяжен. То есть, ну, действительно, для пресс-форм 80-х годов все более-менее окей. И, значит, последняя рамка. Что мы здесь видим? Опять же рама. Одна деталь, как ни странно, да, то есть пресс-формы 80-х годов, но тем не менее технологии, скажем так, утерянные технологии предков во многом, потому что очень у многих современных моделей звезды не только как бы раму надо склеивать из 2,5. Здесь, тем не менее, довольно большая по размеру рама, но она в одну деталь, соответственно, поработать с ней будет одно удовольствие. То есть, что тут еще у нас имеется? Ну и практически в основном это подвеска почти полностью. Тут очень много всякой деталировки, всякие пружины. Кстати, в пружинах вроде никаких особо смещений нет. То есть на сложном рельефе, в принципе, ну тут типа следы питателей будут, конечно, но это все под днищем машины, поэтому я не думаю, что так сильно будет заметно. В основном ничего не смещено. Вот это, собственно, поддон двигателей, коробки тоже тут есть. Ну, тут вот есть на нижней части следы толкателей или что-то такое, типа, но это будет днище машины, поэтому не то, чтобы это прям как-то очень... Всяческие рычаги, тут рычаги подвески, вот мосты вот эти. Ну, тут такое ощущение, что на мостах есть небольшое смещение.
или что-то такое. Ну, не знаю. Ну, в общем, то, что касалось днища, оно как бы сильно детализировано, но не то, чтобы прям сильно кто-то туда когда-то будет заглядывать. Поэтому ладно. Вот, собственно, сидушки экипажа, скажем так, у нас тракт выхлопной вот этот, кстати. Ну, тут какой-то облочек есть, но это облочек, по-моему, на литнике, а не на деталях. Ну, то есть, как бы все, в принципе, хорошо. Для тех лит, я бы сказал, выглядит довольно прикольно, хорошо отлито. Каких-то вопросов прям не возникает, что бросалось в глаза. Так, и, собственно, это был последний литник. И остается буквально всего ничего глянуть. Это у нас прозрачные детали, соответственно, стекла, лобовые, боковые стекла. Кстати, ну, достаточно хорошего качества. Ну, и помимо этого фары и задние, по-моему, фонари. Или там два передних фонаря, я уже не помню. Что-то такое, в общем. Тоже, то есть, радует, что это там не предлагают имитировать фары краской, поэтому как бы всегда хорошо. Стекла довольно прозрачные, в принципе, насколько это можно сделать в прозрачном пластике, поэтому, ну, в принципе, все нормально. И декалька. Очень маленькая, я так понимаю, производство самой звезды. Ну, как сказать, маленькая. В принципе, для машины, соответственно, вот самые большие элементы для пустынного варианта, опознавательные знаки. И в остальном всяческая техничка, которая наносится на разные узлы машины. И больше тут особо-то и ничего и нет. Ну что, итог. Такая достаточно ветеранская, но неплохая моделька Италери-звезды, которая сейчас, в принципе, не выпускается. То есть от звезды Хаммер задешево, в принципе, сейчас в магазинах еще можно кое-где купить, кое-где, но очень мало, видимо, где уже. Ну, скоро, видимо, совсем будет нельзя, если только там что-то такого не сделают. Или покупать задорого у других производителей. Ну, как бы свои недостатки тоже есть. Для меня вот лично самый главный недостаток, что, судя по всему, прототип какой-то уж очень древний выбран, то есть, который особо-то в реальности ты не увидишь. Ну, а в остальном что, прикольная модель. Будем собирать.